Безусловно, это самое читерское боке среди всех портретных объективов. Боке, который является наследием аналоговой ретро-фотографии и насыщающая картинку той самой пленочной магией. Подобный рисунок расфокуса, его центростремительный закрученный характер вы ни с чем не перепутаете. Благодаря четкой структуре и радиальным паттернам, боке перенаправляет внимание зрителя в центр кадра, туда, где находится ваша модель. И это концентрирует визуальное внимание на портретируемом, делая фотографию более артистичной. Знаете, что это такое? Это волшебство. Ну, можно и так сказать. На самом деле, это ТТ Артизан 75 мм f1.5, реинкарнация ретро-алдового немецкого Карл Zeiss Beatar 75 мм f1.5 объектива. Надевая этот объектив на свою камеру, вы получаете своего рода машину времени, позволяющую вам прочувствовать те эмоции, которые испытывали наши фотопредки 100 лет назад, снимая на пленку. Здорово, YouTube, Максим Густарев на связи, и сегодня у нас небольшой обзор на вот этот мануальный кусок металла без мишуры. Поехали. Для начала, этот ТТ Артизан есть не что иное, как копипаст немецкого Beatar 75 мм f1.5, выпущенного еще в 1938 году, очень давно, который был в том числе и основой для советских объективов с закрученной боке. Все вы знаете Helios 40, только он 85 мм f1.5, но там абсолютно аналогичная оптическая схема. ТТ Артизан сделали ставку на оригинал и, не меняя оптической схемы, просто его пересобрали, но с учетом более совершенных систем линзостроения. Тут вам и антибликовые покрытия, и более высокая разрешающая способность. И в отличие от того же Beatar, который на рынке стоит несколько тысяч баксов, ТТ Артизан можно купить за 20 тысяч рублей. Объектив имеет достаточно внушительные размеры и вес, он полностью цельнометаллический. Байонет здесь классический М42. Дело в том, что этот объектив, оптическая схема, рассчитана на достаточно большие рабочие отрезки. Вы его спокойно можете повесить на пленочную камеру. Лично я использую переходник с М42 на EF байонет. Опять же, рабочий отрезок 44 мм, поэтому вы можете повесить этот объектив на абсолютно любую систему. Canon, Nikon, Sony, без разницы. Ну вот на пленочной камере он прям смотрится отлично, с узким основанием и достаточно широким хватом под фокусировку и управление диафрагмой. Кстати, диафрагма меняется от значения f1.5 до f16 с очень приятным и отчетливым кликером. И обратите внимание, что стоповое значение f2 и f2.8 проходит через половину стопа. Обычно в объективах мы меняем диафрагму по трети стопа, здесь вот получается по половинке. Колесо фокуса у нас имеет тоже достаточно такие явные ребра, риски, за которые мы можем спокойно его крутить, но единственное, что, чтобы перейти с МДФ до гиперфокала, вам придется прям вот много раз перехватывать это колесо, чтобы у нас фокус сместился. На своей Sony A7C я использую этот объектив еще через один дополнительный переходник, соответственно, здесь переход с М42 на EF, и сразу же у меня идет MC11 переходник Sigma с EF на Sony E байонет. Вместе это, конечно, смотрится стремноватенько, я бы даже сказал колхозненько, но в целом фотографировать можно. Пару слов о качестве картинки. Ретро-объективы не поразят вас лезвийной резкостью, это факт. Проводить глубокие тесты на количество разрешаемых мегапикселей кощунство. Да, подобные стекла имеют дикие хроматические аберрации. Они мылят картинку. Снимая на открытую диафрагму, в резкости будет только центр кадра, а края безоговорочно потеряют детали и микроконтраст. Но, снимая на него, вы не имеете права закрывать диафрагму. Вообще, я считаю, должна быть полиция, которая штрафовала бы людей, которые бы закрывали эту диафрагму, теряя каждый стоп света, за каждый кошачий глаз, скрывающийся в увеличении глубины резкости. Этот объектив должен творить только на открытую дырку, с мягким софт-фокусом, хроматикой. Но в этом его и фишка. Все его аберрации, оптические, хроматические, резкостные, это то, ради чего этот объектив и был воссоздан. Ради уникального рисунка боке, ради мягкости и воздушности. Кому-то этот рисунок может, конечно, показаться немного нарочито резким, рваным и пестрым, я не спорю, на вкус и цвет, как говорится. Фишка закрученного боке остается неизменной. Это очень сильный визуальный инструмент перераспределения внимания. И если вы фотографируете девушку, то это будет просто бабий магнит. МДФ у объектива 75 см, что позволяет делать достаточно хорошие клоузапы. Но лично мне с
таким масштабом модели рисунок боке кажется не таким уж и циркулярным, не таким выразительным, как на средних дистанциях. Даже портрет с кадрированием по колени в горизонтальной ориентации, либо полноростный портрет вертикальный, все еще сохранит ярко выраженную закрученность. И особым волшебным образом закрученность показывает себя на поясных портретах. Тут мы балансируем между полной потерей деталей в фоне, и при этом они как бы замещаются паттернами циркулярной закрутки. Вот этими самыми кошачьими глазами. Магия, никак иначе я назвать это не могу. И за это спасибо уникальные, хоть и скудные на элементы оптической схеме, которой без малого уже век. Работая с этим объективом, вы столкнетесь с рядом нюансов. Первое — это мануальный объектив, ребят. И при фокусировке вам придется прям раз 5-6 перехватить колесо фокуса при перестройке от бесконечности до МФД. Этот объектив не о скоростной съемке, он требует времени. Просто расслабьтесь и крутите колесо. Второе — фокус-пикинг. Если у вас современная камера беззеркалка, там есть подсветка тех зон, которые находятся в фокусе. И с этим объективом фокус-пикинг не всегда работает корректно. Особенно если на фоне какие-нибудь кроны деревьев контрастные. И в этом случае, если рисунок боке в расфокусе за счет вот этих циркулярных завихрений будет контрастным, то фокус-пикинг будет как бы агриться на него и подсвечиваться там. И в результате вам будет сложно визировать те участки, которые будут в фокусе. Третье. На открытую диафрагму в резкости будет только центр кадра. Поэтому привыкайте располагать в центре не центр масс-модели, а именно лицо. Да, над головой будет много лишнего пространства, но зато вы получите отличную резкость на открытую, центростремительный акцент на лицо, а вверх, если что, потом можно будет откадрировать на посте. Четвертое. Снимать на гиперфокал на открытую диафрагму — это бред. Закрывать дырку — тоже бред. Вывод: на этот объектив можно и нужно снимать только от МДФ до средних удаленностей объектов от объектива. Иными словами, всегда фон должен в кадре быть немножечко в расфокусе, либо множечко. И все же, по моему мнению, фотографии, сделанные на этот объектив, это магия. А вы с тестами вы можете посмотреть у меня в телеграм-канале, ссылка в описании. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, мне будет очень приятно. И до новых встреч. Пока.